Вечер в Нью-Орлеане был теплым и влажным, как и большинство летних дней в этом городе. Оранжевое солнце медленно опускалось за горизонт, отражаясь в спокойных водах Миссисипи. Офицер Майкл завершал смену и уже собирался вернуться на участок. Гул двигателя патрульной машины сливался с далеким звуком саксофона, доносившимся откуда-то с набережной. Вдруг в тишину впился резкий крик. Детский, отчаянный, слишком пронзительный, чтобы его игнорировать. Майкл обернулся и увидел маленькую девочку, лет 6, выбегающую из переулка. Ее лицо было мокрым от слез, дыхание сбивчивым. Розовое платье мятое, волосы растрепаны. Она подбежала к машине, и в ее глазах читалась смесь страха и надежды. Он вышел из автомобиля, и девочка сразу же потянула его за руку. Не сказав лишнего, она повела его через узкие улочки старого квартала, мимо домов с облупившейся краской, ржавыми воротами и заброшенными садами. Весь путь она лишь иногда оборачивалась, чтобы убедиться, что он идет за ней. У одного небольшого дома они остановились. Дверь была приоткрыта, двор зарос сорняками. Внутри стояла тягостная тишина. Майкл шагнул через порог и ощутил запах сырости и застоявшегося воздуха. Гостиная выглядела так, будто здесь давно никто не убирался, разбросанная одежда, пустые контейнеры из-под еды, перевернутый стул. Девочка провела его в маленькую спальню. На кровати лежала молодая женщина без сознания. Майкл быстро проверил пульс. Он был слабый. Он сразу вызвал скорую. Девочку звали Эмили, а женщину Лиза. Между всхлипываниями Эмили рассказала, что мама несколько дней не вставала с постели, а она сама пыталась приготовить еду, но не могла дотянуться до плиты. Страх остаться одной заставил ее выбежать на улицу, и случайно она увидела патрульную машину. В больнице врачи подтвердили сильное истощение, обезвоживание, запущенная пневмония. Лиза работала на нескольких низкооплачиваемых работах, чтобы содержать дочь, и все это время пренебрегала собственным здоровьем. Майкл понял, что выписка из больницы вернет их в прежние трудности. Он обратился к коллегам и к местным благотворительным организациям. Уже через несколько дней в их дом начали приносить продукты, одежду и даже мебель. Несколько добровольцев занялись ремонтом, а соседи впервые за долгое время постучали к ним в дверь, предлагая помощь. Когда Лиза вернулась домой, она увидела чистые комнаты, полки, полные еды и новый ухоженный двор. Слезы текли по ее лицу, а Эмили впервые за долгое время смеялась. В последующие недели Лиза устроилась на стабильную работу с меньшей нагрузкой, что позволило ей больше времени проводить с дочерью. Соседи стали навещать их, принося то еду, то помощь по дому. Однажды вечером Майкл стоял у забора и смотрел, как Эмили играет во дворе, а Лиза разговаривает с соседями. Он понимал, эта история началась с одного крика о помощи и превратилась в новую жизнь, где уставшая мать и маленькая девочка больше не были одни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.